Всех приветствую на Меловом. И сегодня рубрика «Вопрос-ответ». Буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали под записью, которую я делал. А следующая рубрика «Вопрос-ответ». Я буду отвечать на вопросы, которые вы зададите под данным роликом. То есть все вопросы, которые будут заданы под данным роликом, я отвечу на них в следующем ролике «Вопрос-ответ». Поехали. Первый вопрос. Пиленый отличается вкусом от кускового? Безусловно, отличается. То есть, допустим, если мы возьмем Васильколия жирный, да, жирный такой сам по себе сорт, и возьмем кусковой и пиленый, то, как сказать-то, пиленый он будет с небольшой изюминкой, во-первых, за счет распила, то есть распил все-таки дает свой определенный такой вкус, да. Плюс ко всему, я не знаю, это какая-то магия, когда ты ешь само по себе вообще в целом пиленый, потому что он более хрустящий будто идет. При идеальной просушке это просто что-то с чем-то. В общем, это нужно попробовать, чтобы понять. Поехали дальше. Сколько мела в день съедаете, сколько после мела пьете воды, как желудок реагирует на мел или глину? Ну, сколько в день съедаю? Съедал до килограмма. Сейчас стараюсь кушать меньше, но все равно, мне кажется, по полкилограмма нафиг каждый день съедаю. Но это, конечно же, плохо. Не стоит этого делать. Ну, что поделаешь, думаю, кто кушает мел или глину, меня сейчас понимает. А сколько в день выпиваю воды после мела? Стараюсь пить очень много, вот так вот могу сказать. То есть максимально много, сколько смогу. Как желудок реагирует? И, ну, если съем очень много, то может и поболеть. Но, как и говорил, в последнее время стараюсь кушать меньше, поэтому желудок себя чувствует намного больше. Хоть я и снизил с килограмма, там, грубо говоря, до полкилограмма, это все равно очень много, да. Тем не менее, желудку стало в разы легче. Следующий вопрос. Когда обзор на голубую узбекскую глину? Голубая узбечка. Ну, смотрите, сейчас какие ролики следующие идут. Остался один пиленый сорт, потом два сорта это э, прессованные сливки и соленый короб. После этого я, в принципе, хоть что там могу снимать, могу и в том числе голубую узбечку заснять, потому что на нее обзор не делал, а ее для... Кто она? Для ролика она у меня уже давным-давно высохла, до идеальной прожарки дошла. Ну, в общем, думаю, ответил на вопрос. Дальше. Все говорят, что уральская со вкусом орешков. Насколько я пробовал, я ни разу не замечал этот вкус. От чего это зависит? Ну, вообще, в первую очередь, это зависит от того, кто делал это описание, да, то есть оно может быть неправдивым. Но с уральской, допустим, я согласен. В плане орешков где-то оно действительно ощущается, но от чего же это зависит? Это зависит от каждого человека, потому что именно рецепторы, они у каждого индивидуальны, и каждый чувствует по-своему вкус. Для кого-то будет здесь жирные там нотки топленого молока, а для кого-то это будет просто, допустим, побелочный вкус. То есть здесь прям максимально индивидуально и от каждого человека зависит. Дальше. Ты когда-нибудь был за границей? В какие страны ты хочешь поехать? Ну, на самом деле не думал о том, в какие страны бы я хотел поехать. Да и за границей я бы, наверное, не сказал, что особо был. Был там, грубо говоря, не знаю, там в Казахстане, допустим. Но куда-то прям так отдохнуть, съездить нет. Такого не было. Но, надеюсь, обязательно будет. Дальше. Почему так получается? Я участвовал во всем и везде. Подписано ни разу ничего не выигрывала. Очень обидно, очень приятно было бы выиграть хоть что-то. Но на самом деле я у каких-то больших популярных блогеров, да, тоже участвовал много раз в розыгрыше. Но здесь просто рандом. То есть, допустим, ладно, у меня там немного еще людей, но представьте блогеров-миллионников, да, их розыгрыши, мои розыгрыши, это то же самое можно сравнить с обычной лотереей. То есть там участвует огромное количество людей, и здесь действительно просто чисто кому-то повезет, кому-то нет. То есть все же выиграть в любом случае не смогут. Дальше. Ты когда последний раз сдавал анализы крови, какой у тебя гемоглобин, лечился ли ты от этой зависимости и считаешь ли ты, что реально зависим? Ты же понимаешь, что мелоглин это не еда, и последствия должны быть, и ты про них просто не рассказываешь на камеру. Я на самом деле, если быть честным, думаю, что каждый, кто кушает мелоглину, понимает, что последствия могут быть не самые хорошие, то, что это в любом случае вредно, и понимает это абсолютно каждый мелоежка или глиноежка и так далее. Поэтому сам по себе вопрос глуп. Когда я последний раз сдавал анализы крови, кровь я сдавал, может быть, пару месяцев назад, гемоглобин я вообще не сдавал. Лечиться я не лечился, один раз пробовал пропить кальций. Ну, что-то мне это дело не понравилось, подумал, лучше все-таки я буду кушать дальше мел. Поэтому как-то так, ребят.
Как вам мокрый мел? На самом деле, вот тут кушал какой-то сорт, насколько помню, это был сорт добрый. Добрый мне сам по себе безумно, вообще безумно пилиный этот понравился. Это какая-то новинка, это то же самое, что из Кускового у меня выделялся тюменский, а здесь добрый. Вот он прям добротный такой, я бы сказал. А насчет мокрого мела, вот, допустим, в добром он мне понравился, а в целом, как бы, ну, не люблю я особо мокрый мел. Так, чисто раз в недельку, может, я его и покушаю, но на постоянной основе, как я вот ем сейчас просто кусковой, и именно жирные мела, потому сорта, да, потому что вот я к ним что-то пристрастился дальше. Кроме этого бизнеса занимаешься чем-то еще? Какое образование учился или собираешься учиться? Это бизнес приносит прибыль? Кроме этого бизнеса, в плане если заработка, то нет, это основной вид заработка, то есть это YouTube, да, в плане как сказать-то, рекламы и тому подобное. То есть приходит денежка с Ютуба и, соответственно, основная, конечно же, с продажи мела и глины. По образованию я не доучился где-то около месяца в колледже. Я учился, почему-то посчитал то, что все-таки посчитал это ненужным. Вот так вот могу сказать. Этот бизнес приносит прибыль. Но вы можете посмотреть ролики. Я пару месяцев назад каждый месяц снимал отчет ежемесячный, да, сколько я заработал, сколько я потратил, сколько мела, глины я заказывал, продал и так далее. Сейчас я это не записываю, потому что все идет дальше и дальше в гору. И, наверное, согласился с многими комментаторами, которые сказали, лучше не рассказывать о своих доходах и прибыли, тем более вот так вот на открытую аудиторию. Но я подумал, что действительно, все-таки мои доходы это мои доходы, а прибыль, да, можно сказать, просто приносит. После поедания мела желудок не болит. Но, опять же, на вопрос подобный уже отвечал, смотря сколько скушаешь. А вообще, если съедаю там немного, грубо говоря, грамм 300, то для моего желудка, мне кажется, это только в радость теперь, и поэтому нет, после подобного не болит. Будет ли обзор на глину розовая узбечка? Как вам эта глина? Розовая узбечка, скажу честно, я ее даже вроде бы ни разу не пробовал, хоть и очень давно она в ассортименте появилась. Просто я не люблю добавлять что-то в свой ассортимент, допустим, если я не снял обзор, то есть не делать какое-то описание, просто брать его из интернета, выкладывать фотографии. То есть она у меня есть просто, допустим, в ассортименте, да, в основном. А так, чтобы я снимал какое-то описание или закидал в группу, этого еще не было, поэтому и описания, соответственно, от меня нет. Но про узбечку мы уже разговор вели пару вопросов назад. И как голубую, так и розовую, когда я начну их снимать, я сниму их в одно время. Поэтому обязательно скоро будет обзор. Если ты обанкротишься, чем будешь заниматься? Вообще я не учитываю этот вариант, потому что ну, это, наверное, то же самое, что резко люди перестанут покупать продукты, да. Если даже какой-то один человек из миллиона там перестанет, грубо говоря, кушать мел, потому что вот он считает, что это неправильно, да, то это то же самое, что и с курением, можно сказать. Если один человек бросит, это не значит, что побегут все сейчас бросать, и люди, которые производят там табак и сигареты, да, резко обанкротятся. Нет, но в целом, да, если задаться этим вопросом, чем я буду заниматься, честно говоря, идей особо нету, но, наверное, бы снимал на основной канал какой-то контент, о чем я на данный момент и задумываюсь, потому что сам YouTube канал меловой, он все-таки приносит не такую большую прибыль, хоть я уже и вышел на какой-то ежемесячный доход, да, что каждый месяц мне с него денежка приходит. Но тем не менее, так как ролики все-таки у меня идут, во-первых, такой характер несут, как описание сортов, да, то есть в первую очередь я помогаю это для продаж на данный момент, да, хотя канал создавался не для этого, потому что, ну, зарабатывать с него много, а я почему-то думаю не получится, так как ограничения стоят на монетизацию во многих местах. Ну, что поделать? Ну, в общем, какой-то такой ответ. Почему перестали снимать видео с микрофоном? Если речь идет о микрофоне, который вот я покупал и ставил, и, в принципе, его видно было в роликах, да, то я раз через раз снимаю. На самом деле я смотрю, какой контент заходит вам больше. Допустим, я снимаю вот этот СМР, да, вот этот жанр, который у меня уже давненько идет. И если я снимаю, допустим, с вот этим мощным микрофоном, там очень много шумов, соответственно, ролик получается короткий. То есть, чтобы его снять длинным, это действительно нужно снимать минут 30, наверное. Из минут 30 5-10 минут получится. Так как я обрезаю очень много в ролике именно с микрофоном с этим, потому что очень много шумов. Идет хруст, он улавливает хруст. Только хруст исчезает и начинается какое-то пережевывание, или я там водичкой могу просто запить, да. Все там мощнейшие шума, поэтому я
практикую, так скажем, и предыдущий микрофон, и этот. То есть предыдущий тоже довольно хорошо снимает, но не так отчетливо, да, хруст действительно слышно. Тем не менее, шумов практически нет совершенно. Едем дальше. Сколько можешь съесть мела за раз? Ну, могу, наверное, очень много, но съедаю, там, не знаю, раз кусочек откусил, через 5 минут еще раз откусил. Но за раз так, чтобы прям съесть и есть так, что на весь день наелся, ну, такого, конечно, нету. Так, следующее. И смотришь ли ты видео с другими мелоежками, длинноежками? Интересно, если да, то скажи имена, тебя по-любому многие смотрят. На самом деле этот вопрос задавали уже очень-очень много раз. Нет, я не смотрю другие ролики. То есть, если мне могут там скинуть, вот смотри, там от тебя распаковка, или вот смотри то-то, то-то, я могу зайти ради интереса посмотреть, может это со мной связано. Но в целом нет, я не смотрю подобные ролики. Ну, мне это, наверное, просто неинтересно. Я занимаюсь мелом, мне достаточно того, как я этим занимаюсь. И, наверное, да, вот такой вот ответ. Просто, ну, неинтересно мне других смотреть. Так, ну, допустим, вот как ваши близкие относятся к вашему бизнесу? Ну, относятся абсолютно нормально, у меня все получается, плюс ко всему мне это нравится, наверное, да. И поэтому считаю, в принципе, что адекватно относятся. Не знаю, как по-другому сказать. Какой мел самый жирный? Их очень много, вот прям очень-очень много. Я могу назвать одни из самых жирных. Это Васильполе, это Волоконовка, это Ватутин, это Новая Скола, это Честер. Их действительно очень много. Можете зайти в группу, которая будет в описании. Там можно как заказать мелок, там можно посмотреть описание, фотографии каждого сорта. Плюс ко всему сейчас проходит акция хорошая на мел и глину. Она будет идти буквально сутки-двое. И поэтому успевайте, кто хочет заказать. Следующее. И какой сорт мела можно выбрать, чтобы он был напудренный и легко откусывался? Какой сорт можно выбрать, чтобы он был напудренный и легко откусывался? Ну, наверное, в принципе, абсолютно любой сухой сорт. Главное, чтобы он был не песочный, потому что здесь уже такое разделение. Песочный тоже сухой считается, но он с песчинкой идет, будто песок какой-то кушаешь, да? Не всем такие сорта нравятся, поэтому, в принципе, из сухих там Белая гора, я не знаю даже, просто их настолько много, что все перечислять это долго будет. Зайдите в группу, посмотрите, там все именно подразделено на сухие сорта, на жирные сорта, на песочные, на глиномелы, на глину, там везде у меня полностью разделение. Так, что с гемоглобином, сколько? Ну, как уже и говорил, я его так и не дошел проверяться, поэтому как-то так. В общем, на все вопросы я ответил, в принципе, которые вы задавали. Если у вас остались какие-то вопросы, а многие эту запись совершенно, я уверен, не видели даже. Поэтому, ребят, в общем, сейчас будет рубрика, как и вот в этом ролике была вопрос-ответ. Вы можете задать любой интересующий вас вопрос, связанный с мелом, с глиной или хоть с чем, да, в комментариях под данным роликом. И к следующему ролику, когда я буду его снимать, к рубрике вопрос-ответ, я постараюсь ответить на огромное количество, если не на все, да, комментарии. В общем, спасибо большое за просмотр. Сегодня без хруста. Точнее, сейчас чуть попозже закину ролик уже с хрустом. Это будет, насколько помню, волоконовка вроде бы пиленая. Очень классный сорт, мне он тоже нравится. Один из самых жирных. Всем спасибо за просмотр. Пока.